Здравствуйте! Сегодня мы отправимся в Португалию, в долину реки Дору, чтобы узнать, как делают настоящий портвейн. Лучше всего посетить этот регион в сезон сбора урожая, когда будет трудно не заметить праздничную атмосферу и музыку, играющую всю ночь напролет в квинтах, винодельческих хозяйствах долины. Слово «портвейн» произошло от немецкого «портвайн», что означает «вино из порту». Это основной порт в Португалии. Сами португальцы назвали свой напиток «порто», что по-русски звучит также «порто». Настоящий портвейн или «порто» — это крепленное вино, которое производится только в Португалии, а точнее в долине реки Дору, по специальной технологии. На самом деле только такие напитки и имеют право носить данное название. Все остальное — это не настоящий портвейн, а его имитация. Право на такое название закреплено на законодательном уровне Португалии и Евросоюзом. На настоящем порто обязательно на горлышке бутылки будет присутствовать особенная марка. Согласно утвержденной технологии, портвейн изготавливают только из 5 сортов винограда: Турига Националь, Тинта Рориш, Тинту Као, Тинта Барокко и Турига Франка. Как правило, порто делают сразу из нескольких этих сортов. Напиток из одного винограда практически не встречается. Одним из старейших домов портвейна и эталоном винтажного порто является португальская компания-производитель Taylors. Винтажные портвейны Taylor Flatgate являются одними из самых востребованных и дорогих портвейнов в мире. Портвейн — это очень особенное вино не только потому, что в отличие от других вин оно очень сладкое, но также и потому, что в нем присутствует очень много человеческого труда. При изготовлении винтажных сортов портвейна виноград, как и прежде, давится ногами. Портвейн отличается от обычного вина тем, что в процессе приготовления в портвейн добавляется винный спирт 77% крепости для создания большего градуса. При изготовлении вина этого не делается, поэтому портвейн и вино отличаются не только вкусом, но еще и крепостью. Крепость портвейна составляет в среднем 16-22% спирта, а вина 9-16%. Хотя портвейн носит название портового города Порту, на самом деле на протяжении веков его выращивают на крутых склонах долины Дору в северной части Португалии. Этот регион был юридически разграничен португальским правительством в 1756 году, обозначив таким образом, что настоящий порт может быть сделан только здесь. Долина Дору известна как район горного виноградства с жарким климатом. Летние температуры здесь очень высокие и регулярно доходят до 40 градусов по Цельсию. Зимы, наоборот, очень холодные. Из-за малого количества осадков климат здесь очень засушливый. Именно благодаря таким условиям виноград имеет высокий уровень натурального сахара. Эти сорта от природы очень засухоустойчивы. Они хорошо приспособлены для выращивания в таких очень жестких условиях. Раньше вина из долины Дору в бочках на лодках доставлялись по реке Дору в город Порту. Отсюда они отправлялись в остальную Европу, в частности в Англию, с которой Португалия поддерживает прочные торговые связи, начиная с XIV века. Для Порту это был большой прорыв, так как Британия стала основным импортером вина. Это было очень важно на фоне различных конфликтов в Европе. Британцы почти постоянно находились в состоянии войны с Францией и нуждались в вине. Британия облагала высокими налогами французское вино. Таким образом, вина из Португалии в Великобритании стали очень популярными. Первые вина плохо переносили путешествия, и поэтому торговцы придумали укреплять его винным спиртом для сохранности. Со временем, когда Великобритания стала захватывать территории по всему миру, в этой империи появилась привычка пить портвейн во многих отдаленных уголках планеты. Компания Taylors была основана в 1692 году. Этот торговый дом владеет 500 гектарами виноградников в долине Дору.
Первое место среди винодельческих хозяйств Дору занимает Quinta de Vargelas, расположенное в дикой и холмистой восточной части долины. Оно ценится как источник лучших портов с 1820-х годов и сегодня входит в число величайших виноградников мира. Каждый сентябрь набирается группа сборщиков винограда из близлежащих деревень долины Дору для сбора урожая. На период сбора их размещают в хозяйстве Quinta de Vargelas. За это время работников кормят и платят им заработок. Сборщики начинают работать в лозах в 8 часов утра, собирая виноград вручную. Собранный виноград сортируют. Любая подгнившая или сухая ягода сразу же удаляется. На закате работники переходят в помещение, чтобы подавить виноград ногами. Этот бассейн называется лагаром, португальский термин, обозначающий каменную лохань с низкими бортами, в которой производится раздавливание винограда и его ферментация. В наше время подобное приспособление используется только при производстве портвейна. Гроздья помещаются в эту емкость. Далее очередь рабочих давить виноград и получать из него сусло в течение нескольких часов. Сам этот процесс состоит из двух этапов. Первый этап – корте. Рабочие выстраиваются в одну линию, берутся за руки и медленно двигаются все вместе в одном направлении. Ступни ног движутся в унисон и в тишине, которую нарушает только звук хронометра, отмеряющего время. По окончании этого все ягоды должны быть раздавлены, то есть из них должно быть получено максимальное количество сусла. Этот этап самый трудный, так как виноград еще относительно цел. Процесс корте методичен и дисциплинирован. Через 2 часа после начала начинает звучать «Cansao de Liberdade» или «Песнь свободы», и это знаменует собой начало второго этапа. Это похоже на довольно шумную вечеринку. Второй этап, то есть свобода. Как только все ягоды будут раздавлены, рабочие могут свободно перемещаться по лагарам в любом направлении, иногда помогая себе специальными деревянными поршнями. Цель данного действия – обеспечить постоянное погружение мезги, массы раздавленной ягоды, для лучшей экстракции цвета и ароматических веществ. Такой метод производства вина является традиционным. Одна из прелестей этого очень простого процесса заключается в том, что ваши ноги выполняют интенсивные действия по снятию кожицы с ягод винограда, но при этом движения получаются очень мягкими. Такое движение очень сложно воспроизвести любым механическим способом. Именно поэтому этот способ продолжают использовать. Давильщики продолжают свободно передвигаться под звуки музыки, и все это действие длится еще несколько часов. Из-за того, что кожура и сок находятся вместе только в течение нескольких дней, необходимо извлечь из них как можно больше и быстрее продукта для дальнейшей ферментации. Через несколько часов такого нелегкого труда начинается ферментация, во время которой кожица выделяет тепло и алкоголь, которые, в свою очередь, продолжают экстракцию ароматических веществ и красящих танинов. Конечно, существуют и менее трудоемкие методы ферментации, например, как эти бродильные чаны, имитирующие действие движения ног. Команда виноделов компании разработала инновационную механическую систему, которая воспроизводит эффект топтания. В чанах кожура остается погруженной и контактирует с ферментирующим соком. Здесь используются специально разработанные механические плунжеры, которые можно запрограммировать индивидуально для каждого сорта вина. Механизм гарантирует бережную и полную экстракцию, таким образом раскрывая весь потенциал вина с точки зрения цветовой структуры и аромата. Но для изготовления лучших портвейнов, прежде всего винтажных, по-прежнему предпочтительнее использовать традиционный метод. После вытаптывания винограда вино остается в лагарах еще 2-3 дня для брожения. Постепенно кожица поднимается на поверхность, образуя толстый слой, известный как шапка.
Для того, чтобы кожица винограда находилась в постоянном контакте с отжатым соком, используются деревянные плунжеры. Днем и ночью виноделы внимательно следят за ходом брожения, тщательно наблюдая за количеством сахара, остающегося после брожения. Через 2 или 3 дня, когда половина натурального виноградного сахара перебродит и превратится в спирт, сок отжимают и обогащают натуральным виноградным спиртом, что повышает уровень алкоголя до 20%. На данном этапе виноделы еще не знают, какой сорт портвейна будет получен из этого вина. Решение будет принято в январе, после того, как вино будет выдержано в течение полугода в деревянных чанах. Затем виноделы продегустируют его, и в зависимости от выбранного сорта, вино будет по-разному выдерживаться в погребах компании, размещенных в порту. Дегустация длится около 3 недель, и на нее выставляется более 250 вин. Самые лучшие и стойкие вина откладываются для их повторной оценки на следующий год, как возможные кандидаты на марочные портвейны. Вина, демонстрирующие свежесть и энергию, относят к молодым фруктовым сортам, в то время как вина с более ровным и спелым характером могут быть предназначены для выдержанного портвейна. Одна из самых захватывающих особенностей портвейна заключается в том, что из одних и тех же виноградников можно производить совершенно разные сорта вин. Например, если выдерживать вино в больших деревянных чанах на 20, 30 или 40 тысяч литров, то получится большой объем жидкости и очень маленькая площадь поверхности дерева. Это позволяет сохранить во всем этом большом объеме свежий, ягодно-фруктовый вкус при добавлении черной смородины и ежевики. Если поместить вино в небольшую бочку объемом 660 литров, то будет большая площадь поверхности дерева и очень маленький объем вина. В процессе выдержки происходит испарение, вино становится более вязким и концентрируется внизу бочки. Оно приобретает цвет древесины. В результате получается выдержанное вино рыжевато-коричневого цвета. Но самым премиальным сортом портвейна в компании считается винтажный портвейн. Это тот, который помещается в бутылку через 2 года выдержки и проводит в ней весь остаток своей жизни. Это один из самых долгоживущих и просто фантастических вин в мире. Таким образом, из одного и того же виноградника в процессе изменения выдержки в подвалах порту создаются эти невероятно интересные сорта портвейна. Портвейн имеет множество стилей, подчас совершенно не похожих между собой. Это белый, красный и не так давно появившийся розовый. Все сорта портвейна имеют богатые, интенсивные и очень стойкие ароматы и вкус с высоким содержанием алкоголя. Производство белого портвейна очень похоже на производство красного, только с более коротким периодом мацерации. Белый портвейн делают из белых сортов винограда. Белые портвейны отличаются друг от друга сладостью и периодом старения. Типичный белый портвейн имеет золотистый цвет, а с годами выдержки белый портвейн темнеет. Цвет его изменяется от светло-соломенного до янтарного или даже почти коричневого. Температура, при которой подают портвейн, зависит от его типа. Как правило, белый портвейн подается охлажденным до 8-12 градусов, красный при температуре 18-20 градусов. Чем старший портвейн, тем выше должна быть температура подачи, чтобы раскрыть его лучшие качества. Разливается портвейн в специальные тюльпановидные бокалы, которые наполняются не выше половины, и после того, как портвейн разлит по бокалам, надо дать ему подышать 15-20 минут и только потом делать первый глоток. На этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч!